Всем привет, с вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Все вы уже наверняка знаете, что сейчас ультра модные и ультра популярные украшения с использованием натурального жемчуга и цветного яркого бисера. По этому поводу у нас в Greenbird появилось очень много наименований натурального жемчуга. Сейчас мы с вами сделаем ультрамодное колье из жемчуга и бисера на шею, но прежде чем мы с вами начнем, я хотела бы сказать пару слов об этом материале. Жемчуг — это натуральный материал, который получают от живых существ, моллюсков определенного вида. Жемчуг бывает морской и пресноводный. Пресноводный — это тот, который был выращен в обычной воде, его еще называют речным. Из-за того, что жемчуг имеет натуральное происхождение, каждая жемчужина уникальна по цвету и форме. Очень сложно, практически невозможно подобрать две одинаковые, особенно если речь идет о крупном жемчуге. Посмотрите, например, вот такой барочный жемчуг. Из него невозможно сделать сережки. Ну где? Нет двух одинаковых бусин. Или вот такой вот жемчуг, где каждая жемчужинка имеет свой неповторимый оттенок и свою неповторимую форму. Неровные жемчужины – это не брак, это называется барочный жемчуг. Такие жемчужины изначально неправильной формы, и в этом их фишка и прелесть. Некоторые сорта барочного жемчуга включают в себя настолько разные формы, что невозможно найти даже две похожие бусины. Поэтому, когда вы покупаете жемчуг, особенно крупный, особенно барочный, у нас в greenbird.ru, имейте в виду, что все жемчужины будут разные. Делайте кулоны, делайте серьги, но асимметричные, а если вам нужна идеальная симметрия, то берите жемчуг Сваровский, который идеально ровной формы, идеально ровного оттенка. Короче, берите Сваровский. Барочный жемчуг очень ценится у дизайнеров, потому что позволяет создать украшения, которые невозможно повторить. Иногда на жемчужинах можно увидеть темные или цветные пятна, наслоение другого цвета или даже небольшие ямки, не заполненные перламутром. И это нормально. Жемчуг – органический материал, который состоит из большого количества слоев. Перламутр в этих слоях не всегда распределяется равномерно. И будьте осторожны, перламутр легко поцарапать. Это очень прочный материал, но острые металлические предметы могут оставить следы на его поверхности. Натуральный жемчуг требует аккуратного обращения при работе и определенных условий эксплуатации. На украшения с жемчугом нельзя наносить парфюм, крайне нежелательно носить их на коже, всегда только на одежде, и подвергать регулярному или длительному воздействию солнца. Ни в коем случае не мойте жемчуг с использованием бытовой химии или уксуса. При соблюдении этих условий жемчуг сохранит свой блеск и прослужит вам дольше 80 лет. В общем, когда речь идет о крупном барочном жемчуге, нужно понимать, что каждая жемчужина уникальна, и заказывая через интернет-магазин, вы никогда не знаете, какую именно из жемчужин, размещенных на фотографии, вы получите. А может быть даже ту, которая на фотографию не попала. Но она все равно будет прекрасной и станет центральным элементом вашего украшения. Я хочу сделать бусы с одной из этих крупных барочных жемчужин. Одна из этих красавиц станет подвеской в моем колье. Еще один тренд этого сезона – бусины с буквами. Мы соединим все самое модное в одном украшении. Жемчуг, цветной бисер и бусины-буквы. В общем, у нас Greenbird новинка – бусины-буквы. Для работы нам понадобятся бусины-буквы, цветной бисер разных размеров, жемчуг. Можете взять любой. Я решила взять вот такой вот длинный. Микс кубиков и крупная жемчужина барокко. Я еще пока не выбрала, какую из этих я буду использовать. Они пока у меня полежат здесь на столе, пока я решаю. Я хочу собрать бусы следующим образом, чтобы они перекидывались через шею и замочек был внизу, то есть наоборот, перевернутый. Мне понадобится битборд. Прежде чем собирать украшения на тросик, я хочу увидеть, как оно будет выглядеть, ну, плюс-минус примерно. Я кладу битборд и начинаю раскладывать бусины для своего будущего колье. Когда я увидела наши новые бусины-буквы, мне, естественно, захотелось какое-нибудь хулиганское слово на грани приличного. Но ничего на грани мне не приходило на ум. И тогда Дарина предложила: а сделай украшение с надписью «Мерзкая баба». Так тебя называли в комментариях к одному из прошлых роликов. И я подумала: да, я хочу себе такое колье. Когда меня так назвали, я смеялась очень долго. Особенно смешно то, что эта девушка выиграла подарочный сертификат на 1000 рублей в нашем магазине. И теперь каждый раз, когда я буду носить это украшение, оно будет поднимать мне настроение и удивлять окружающих, конечно же. Между бусинами буквами я вставлю цветные кубики.
В таком дизайне можете совершенно никакой последовательности не соблюдать. Просто набирайте бисер. Но если хотите быть модными, то берите вот такие вот непрозрачные, самые простые оттенки. Просто выкладываем вот так вот наш будущий дизайн. Теперь это все мы соберем на тросик. И вот здесь вот будет располагаться замочек. Поскольку замочек будет у нас виден, я взяла красивый со стразами. Он будет крепиться на коннектор. С помощью колечка через подвесочку здесь все будет происходить. Сейчас мы просто берем и нанизываем на тросик все бусины в той последовательности, в которой мы их здесь разложили. Я решила вставить сюда корейскую бусину сердечко, как напоминание о том, что баба хоть мерзкая, но все равно любимая. Теперь мы померим, достаточно ли длины мы сделали наше украшение. Я решила немножко добавить бисера, чтобы оно было чуть-чуть пониже, чтобы надпись было лучше видно. Вот так. Никак не могу выбрать жемчужину. Почему? У меня их две. Не знаю, какую взять, поэтому я сейчас вот так сделаю. Даша, лево или право? Вот это я беру. Из этой жемчужины мы сделаем сейчас подвеску. Видите, она немножко каплевидная, поэтому более широкая часть у меня будет внизу, а более узкая сверху. Я продену пин, откусим лишнее, отогнем под углом 90 градусов и круглогубцами сделаем колечко. И теперь нужно решить, я хочу большое кольцо здесь или колечко поменьше. Если мы сомневаемся и нам один вариант кажется такой же, как и второй, значит берем большое, потому что я хочу его больше. Отогнули здесь кольцом, надели на кольцо и закрыли. На этот кончик мы наденем кримп, пройдем через кольцо и вернемся обратно. И волшебным кримпером мы сделаем из кримпа небольшую аккуратную бусинку. Теперь откусим тросик вплотную к кримпу. Подтянем все наше украшение сюда и с другой стороны приделаем замочек. Но прежде чем приделать замочек, я хочу чуть-чуть удлинить свое украшение, поэтому я здесь с запасом откушу. И добавлю еще несколько жемчужин, чтобы бусы были подлиннее. Мы подтягиваем все аккуратно сюда и на этот кончик приделываем замочек. Точно так же с помощью кримпа. Надели кримп, надели замочек и возвращаемся обратно через кримп. Ну, я еще одну бусинку захвачу, так, на всякий случай. Видите, здесь уже узко и сюда волшебный кримпер не подлезет. Поэтому этот кримп я решила просто аккуратно обычными плоскогубцами. Если у вас нету кримпера волшебного, можно простыми плоскогубцами. Вот так вот раз и закусил. Откусываем вплотную. И все, украшение наше готово. Получилась красота! Здесь отдайтесь фантазии своей, делайте разные украшения, берите жемчуг разных форм, берите бусины разные, фантазируйте, придумывайте свое уникальное. Наши новые бусины-буквы вам в этом помогут. Обязательно оставляйте комментарии под этим видео, напишите, как вам новый тренд, нравится ли использовать натуральный жемчуг с самым простым бисером. Среди всех, кто оставит комментарий, в следующую пятницу мы разыграем сертификат на 1000 рублей на покупку в интернет-магазине greenbird.ru. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, обязательно ставьте в соцсетях хэштег «Птичка научила», когда делаете что-то по нашим урокам. Пока-пока! Пару слов об этом материале. И сейчас мы начнем читать лекцию. Жемчуг от натурального жемчуга. Барочный жемчуг особенно ценится. Я не сказала порочный. Я не сказала порочный, нет. Барочный жемчуг очень порочный. Я кладу бигборд и начинаю раскладывать свое украшение с задней стороны к передней. Шаурму доставили. И мы покажем прям в камеру, что вот. Сейчас мы доснимем и пойдем есть. Посмотрите, эта мерзкая баба решила добавить еще бисера.